Привет, катаны! Как говорил Конфуций, выпускать инди-игру осенью равносильно самоубийству. На самом деле, эти слова принадлежат Льюису Дерби, пиар-менеджеру многих инди-игр, таких как Морутопия и Thomas Was Alone. С ним трудно не согласиться, ведь пока кто-то романтически пишет пост в Инстаграме о том «О боже, осень!», время глинтвейна, пледов и чтения на подоконнике. Трушные геймеры потирают ладони, предвкушая сочные AAA-проекты, которые, как правило, выходят с сентября по ноябрь. К сожалению, осенью нет места всякой индюшатни, хоть она и обожаема многими игроками. В этот период разработчики и издатели выпускают самые громкие проекты. Этот год исключением не стал. 2 E3, трейлеры, тизеры, интервью, антитабачная пропаганда, Гильермо Дель Торо, новые откровения Леонардо Боярского и даже обвинения в педофилии. Все это сопровождало наше ожидание игр, которые выйдут уже этой осенью. Сегодня Khajiit сделает для вас небольшой обзор и анализ самых ожидаемых AAA игр этой осени. Открываем Scum, садитесь или ложитесь поудобнее, ведь мы начинаем. Во времена, когда воздух был чище, игры прекраснее без лутбоксов, а Epic Games еще не ударились в конкурентную войну с Габеном и его платформой. Они просто делали игры про войну. А именно про космическую войну здоровенных, мускулистых мужиков с большими пушками против не менее больших насекомых. Однако то время прошло. У игры сменилась студия, разработчик, а теперь она еще и меняет название. Так Gears of War превратилась просто в Gears. Ожидания у нас довольно большие. Во-первых, после хорошей Gears of War 4 обосраться будет довольно обидно. А во-вторых, все мы будем ждать расширения рамок. Gears of 4 была некой перезагрузкой после основной трилогии эпиков. И развитие того, что заложила 4-я часть, должна показать нам Gears 5. Так, 4-я игра рассказала много историй и ввела новых персонажей, таких как сын Маркуса Феникса, JD и Кайти Диас. Именно ее крепкими женскими руками мы и будем уничтожать остатки поганой орды, эволюционирующей в Сварм. По традициям, серия была коридорным шутаном. В 5-й части есть большая вероятность увидеть хоть бы полуоткрытый мир. Мы можем бороздить его как в одиночку, так и в кооперативе. Девелоперы делают акцент на высокоуровневых локациях для изучения. Также Фил Спеннер рассказал нам про мультиплеер и обещал, что он будет, цитата, «крутой». Надеемся, он действительно будет брутальный, мясистый и с упором на тактику и командную работу. А еще игра не так давно присоединилась к борьбе с курением. Так, из Gears 5 за месяц убрали все сцены курения табака, чтобы не романтизировать этот процесс. Эх, ну вы поняли, курить нельзя, а убивать можно. Главе Gearbox в этом году не позавидуешь. В чем его только не обвиняли на фоне скандалов с флешкой, актером озвучки робота Клэптрэпа. По итогу мы имеем следующее. Рэнди Пичфорд – гедонист-извращенец, который устраивает вечеринки с голыми мальчиками, смотрит детское порно, избивает сотрудников, сталкерит их, ворует у компании деньги и в придачу называет всех людей маглами. Верить этому или нет, гуглите и решайте сами. Я же буду надеяться, что все это никак не отразится на Borderlands 3. Для начала скажу, что красавчика Джека в игре не будет, хоть мы и видели его в трейлере. Пичфорд во время анонса игры затроллил нас, мол, красавчика Джека в игре не будет. Вы его убили, а мы вставили его в трейлер, потому что мы засранцы. Да, надо дописать в озвученный мной список, что Пичфорд еще и мудак. Сражаться на этот раз мы будем против неких близнецов Калипсо, о чьих злобных намерениях кричат их зловещие эмо-челки. Они охотятся за магией сирен и, как мы видели в трейлере, даже отобрали у Лилит силу. Хоть название игры и не предполагает, что мы будем бродить по цивилизации, но одной из новых локаций станет Мегаполис, и его явно интересно исследовать. Самым вкусным станет лут. По словам разработчиков, в игре тысячи и тысячи разных стволов, которые будут генерироваться случайно. Поэтому каждая пушка всегда сюрприз. Правда, обычно подобное обещание про крутую случайную генерацию приводит наоборот, к деградации. Но надеемся, что не в этот раз. Прислушайтесь. Слышите? Это вдали работают конвейеры Activision, с которых скоро сойдет очередная Call of Duty. Хотя, стоит признать, что в этот раз нам продают игру как перезагрузку Modern Warfare с большим количеством реализма, о котором Infinity Ward вспоминают так же часто, как телевизионщики о том, что от игрулек одно зло. И вообще, что Call of Duty Modern Warfare – русофобная игра. Да, они так и говорили. Время меняется, и страхи людей тоже. Причиной, по которой серию решили перезапустить, послужило то, что войны тоже поменялись. Краски сгустились, и все чаще нас нет плохих и хороших.
девелоперы отталкиваются от реальных событий в построении сюжета, чтобы игра про современную войну была актуальной и острой, чтобы у общественности бомбило, другими словами. Так, например, там есть отсылки к России и Сирии. И если разработчикам хватит смелости критично посмотреть на свою страну, то им можно даже похлопать. По геймплею это все тот же голливудский шутан со взрывами и динамикой, правда в этот раз разбавленный моральными выборами, по типу женщины, молящей о пощаде, которая нападает на вас, если вы уберете оружие. Вернутся и знакомые персонажи. Подробностями насчет конкретных имен с нами не делятся, но вот усы капитана Прайса точно заглянут на огонек. Катаны, давайте возьмемся за лапы и дружно будем молиться на Obsidian Entertainment, ведь эти ребята сделали для индустрии жанра RPG столько же, сколько Иисус для христианства. После позорного Fallout 76 Obsidian и их The Out the Worlds — это как батя, который наконец-то поднял свой зад, чтобы сделать все правильно после отпрыска неумехи. The Out the Worlds всецело погрузит нас в мир карикатурного капитализма, где его лицо будет не просто злым, а сравнимо с Пеннивайзом. История в других мирах альтернативная. Так, в свое время президент Америки Уильям Маккинли, который обслуживал интересы богачей и промышленников, пережил покушение и превратил страну в корпоративное сообщество, переросшее в итоге в капиталистическую антиутопию, распустившую свои щупальцы по всей галактике. Первая часть The Out the Worlds, а их планируется несколько, будет рассказывать о Солнечной системе Хилсион, ради приобретения которой объединились 10 корпораций. Там они создали настоящую бизнес-утопию, где боссы этих компаний могут контролировать каждый аспект жизни людей. Для исследования у нас есть две планеты. Монарх, которая будет песочницей с опасными инопланетными растениями и просторами для исследования, а вторая – Терра-2, планета корпораций. Также нам доступен астероид Сцилла, где, по словам обсидианов, можно найти неприятности на пятую точку. Создатели ставят веселье выше разума. И мы, например, сможем бить людей челюстью-преобразователем. Это такая дубина, которая меняет черты лица. Также юмора и социальных комментариев будет предостаточно. Когда я заявили, что синглплеерные игры мертвы, Кодзима сказал: «Поддержи моего ребенка». Так появилась Death Stranding. Только Кодзима гений-сан может томить годами верную толпу фанатов, жаждущих сюжета, мелкими деталями, тизерами, трейлерами, скриншотами с дохлыми китами и голым Норманом Ридусом. А потом выпустить трейлер почти на 9 минут и так и не раскрыть подробности сюжета игры. С таким успехом он мог просто не пиарить игру и выпустить ее, фанаты бы клюнули. О чем будет Death Stranding? Сам Хидео описывает игру как проект о связях. Якобы весь мир, показанный нам в игре, будет изолированный, все люди заброшены, и нам нужно будет возводить мосты понимания между ними. Геймплейно же мы будем ходить по лесам, горам и равнинам, доставляя припасы группам выживших. Но нет, Death Stranding — это не высокобюджетный симулятор ходьбы, как вы могли подумать. Нас ждет бой, перестрелки и традиционный кодзимовский кинематографичный экшен, а также путешествие по чистилищу, в которое мы попадаем после смерти. Там нам предстоит найти путь обратно и переродиться. Весь путь, конечно же, то ли философский, то ли связан с путешествиями во времени. Ведь в трейлере мы видели, как Сэм, главный герой игры, проходит сквозь фрагменты Первой мировой войны. А еще у Сэма есть, похоже, ребенок в желудке. Живой ребенок. И не только в желудке. К слову, вот вам интересный факт, связанный с детьми в желтых капсулах, чья роль в игре до сих пор остается для нас загадкой. Один бразильский новостной портал пару месяцев назад распространил новость о гениальном японском докторе Кодзиме, который нашел способ выращивать людей искусственно. Якобы на данный момент он вырастил несколько сотен детей, которые в будущем отправятся работать на японские заводы. Уверена, сама игра будет не менее яркой, чем новости о ее создателе. Ух, давненько у нас не было хорошей игры по Звездным войнам. И вот, наконец, по велению силы мы ее получили. Да еще и с таким обаяшкой, как Кайл Монахэн в главной роли. Вы можете помнить его как самого безумного ублюдка из сериала «Готэм». А вообще, проект обещает быть годным. Это вам не второй Star Wars Battlefront 2018, который существует только за счет бешеного доната. При создании разработчики из Respawn Entertainment вдохновлялись атмосферой упадка из фильма «Изгой 1». Fallen Order в принципе интересен тем, что показывает темный период из лора Звездных войн, когда Империя могущественна как никогда и устраивает геноцид джедаев. За подобную атмосферу спасибо.
Порадовали нас и тем, что световой меч действительно будет ощущаться как световой меч, а не как лазерная дубина. И убивать мы будем с одного, максимум с 2 ударов. Поэтому бой будет строиться на фехтовании, блоках и контратаках. Завезут и арсенал из силы. Пока нам рассказали лишь про слово «мо», притяжение и толчок. Жаль, только крови и расчлененки в игре не будет. Зато где будет кровь расчлененка, так это в Doom Eternal. У меня аж изнутри переполняет радость, когда я думаю о том, как буду вот этими лапками месить демонов, давить им черепа и разрывать на части своим БФГ. И все это под крутой адаптивный саундтрек. И не говорите мне, что вы не такие, я уж точно вас знаю. Действия игры разворачиваются на захваченной демонами Земле, однако локаций в игре будет достаточно. И на родную космическую станцию мы тоже вернемся. Кроме нового цветового интерфейса, в игре также будет механика вторжения. Так игроки смогут вторгаться к вам в игру в облике демона и нападать. Вообще, у ID Software планы огромных масштабов, так как они выстраивают целую вселенную Doom с продвинутым лором, правилами и всем прочим. Отчего любителям комплексных франшиз почувствуют теплоту ниже животика. А еще в Doom Eternal добавят новую систему расчленения, которая работает по-разному, в зависимости от вашего вооружения. Катаны, пишите в комментариях, какую игру из этого списка вы ждете больше всего и почему. Ставьте лайк, если не хотите, чтобы под вами разверглись врата ада. И про колокольчик тоже не забудьте, не хотите же вы пропустить ни одного видео с Каджитом? Плюш, а ты знал, что гений слушает группу Крови? Каджит тоже знает эту песенку и сейчас ее споет. Группа Крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи, пожелай мне. Мяу.